Привет, с вами Гео. На моем канале вышло уже несколько десятков биографий известных людей. Там были разные негодяи, герои, звезды, политики. В этом списке не хватает только одного типа личности, которых никогда не существовало. И я подумал, надо это исправить. Согласитесь, звучит странно. Как можно рассказать биографию выдуманного человека? Но на самом деле любой художественный фильм делает то же самое. Заставляет нас верить в реальность персонажей и сопереживать им. Так почему бы мне не попробовать сделать что-то похожее? Тем более, я хочу сделать это не просто так, а с особенным смыслом. Вот, например, все мы хотя бы в общих чертах знаем мифы Древней Греции. Зевс, Геракл, Одиссей, Троянская война. Одни герои сражаются с другими героями, что-то там просят у богов, спускаются в подземный мир, а боги в это время швыряют молнии, ссорятся друг с другом и спят со всеми подряд. Конечно, все это выдумка древних народов, ничего из этого не происходило в реальности. Но это то, во что они верили и на что ориентировались в жизни. Для них легенды не были легендами. Они считали их описанием настоящих событий. Типа, как живут боги и чего они хотят от людей. Поэтому я предлагаю тоже попробовать рассмотреть старые мифы не как религиозные сказки, а как настоящую историю. То есть я вам сейчас расскажу о древнем боге так, как обычно рассказываю про бандитов и музыкантов. Рубрика экспериментальная. Я без понятия, как она вам зайдет. Но надеюсь, что равнодушными вы не останетесь. Начать я хочу не с самого очевидного персонажа, с бога морских глубин Посейдона. Потому что что там делал Зевс, все более-менее знают. Про подвиги Геракла и путешествия Одиссея тоже все слышали. И если рубрика зайдет, то и до этих персонажей я обязательно доберусь. Ну а пока у нас другой герой. Посейдона я выбрал потому, что это один из самых известных богов, про которого среднестатистический человек не знает ничего. Ну, кроме того, что он был богом моря. Но чем конкретно он там у себя в море занимался? А между прочим, Посейдон считался равным по силе Зевсу и успел повлиять на многие мифические события Древней Греции. Когда мы уже отсюда выберемся, а? Темно, сыро, плохо пахнет. Я не мылся с рождения! Ну, давай еще немного подождем. Уж кого бы не посоветовала злить. Алло? Здравствуйте, меня зовут Михаил. Помогите! Слышите? Алло! Кто это? Вам одобрен кредит на уникальный артефакт Зевса. Ясно. Кто звонил? Не знаю. Кредит какой-то. Знаешь такого? И я нет. На чем я там остановился? Уж кого бы не посоветовала злить. Алло! Алло, блин! Это Прометей. Прометей. Нет, я не хочу купить огонь. Откуда у тебя мой номер? Удали его! Нет бы Зевс позвонил, а? Мы ведь братья в конце концов. Мог поинтересоваться, как дела, Аид? Ну или там, не знаю, спасти нас, например. Но нет. Задалбливают звонками хрен пойми кто. А тебе почему никто не звонит? Так у меня уже давно защитник от МТС. Сдались мне звонки этих простых смертных. Зачем ты их только терпишь? Это еще что такое? Это удобная опция от МТС, с которой я больше не трачу время на спам-звонки. Они мне вообще не доходят. Защитник сам обрабатывает подозрительные вызовы, а я вижу только расшифровку. И, кстати, по ссылочке в описании можно подключить и не слушать голос кредита. Аид. Так тебе сюда все равно никто позвонить не может. Ничего. Мне достаточно всего одного звонка. Главное уметь ждать. Посейдона нет прекраснее, это знают все вокруг. Здесь мальчишки и девчонки, здесь Да. Зевс? Идешь нас спасать? Фу, еле нашел вас в этом Тартаре. Ну что, посидели и хватит? Все на выход. А вы больше общайтесь и будьте на связи с близкими. А я побежал.
Итак, знакомьтесь, старший брат Зевса, один из 12 главных богов Олимпа, повелитель морей, штормов, землетрясений и, внезапно, лошадей. В фивах бронзового века Посейдон считался даже главнее Зевса. Но откуда он вообще взялся? В отличие от привычного нам христианства, где Бог един в 3 лицах, существовал всегда, вне времени и пространства. Греки такой мутной теологией не заморачивались, ведь раз у всех животных есть мама и папа, значит, они должны быть и у богов. Логично? Так вот, олимпийские боги были далеко не первым поколением правителей Земли. Сначала появился Хаос, потом из него возникли Гея, Тартар и Эрос. С одной стороны, это были олицетворениями Земли, любви и мира после смерти, а с другой, каждая из них обладала своей личностью, страхами и желаниями. Все как у людей. Но привычного нам мира все еще не существовало, им никто не руководил, пока Гея во сне случайно не родила небо. То есть бога по имени Уран. И тут-то все и завертелось. Уран, глядя на спящую мать, пролил на нее, как бы это сказать, оплодотворяющий дождь, после чего она породила деревья, травы, цветы, птиц и животных. Ну и пошло-поехало. От Урана и Геи родилось 3 циклопа, 3 100-руких великана, но главное 13 титанов. Например, Океана, первого повелителя морей, Гипериона, хозяина Солнца, Фемиду, богиню правосудия и еще много кого. Правда, делиться властью Уран не хотел, поэтому всех детей скидывал в Тартар. Гея была возмущена таким отношением, поэтому подговорила титанов восстать против отца. И даже придумала план. Самому младшему сыну Крону Гея дала волшебный серп. И как только Уран решил снова заняться с ней сексом, то Крон выскочил из засады и одним движением отрезал у бати все, чем можно делать детей. И выкинул это в море. Правда, детородная энергия там была такая сильная, что даже из отрезанного органа и морской пены на свет появилась Афродита, богиня любви. Но это так, детали. Здесь важно то, что Уран, лишившись возможности создавать новую жизнь, потерял власть, отправился в изгнание и больше никогда не принимал участия в жизни сотворенного им мира. Единственное, что он сделал перед уходом, это выдал пророчество, что как его выгнал с престола собственный сын, так и Крон тоже пострадает от своего ребенка. На этом в божественном мире воцарил Золотой век. Титаны стали управлять всем на свете. Тусить, жениться, ссориться, изменять друг другу и плодить бесконечное количество всяких малых божеств вроде нимф. А в это время люди им не молились, потому что никаких людей еще не было. Омрачало правление Крона только одно – пророчество Урана. Вот что бы вы сделали на его месте, если бы вам предсказали потерять власть из-за собственного ребенка? Правильно, не заводить детей. Но получилось так, что главный бог, повелитель всего на свете, который просто может создать что угодно, не додумался создать контрацепцию. Ну или посчитал это ниже своего достоинства. Он придумал способ получше. Женой Крона была его сестра Рея. И когда у них рождался новый ребенок, то Крон просто брал его и проглатывал. А чего бы и нет. Но так как дети тоже были богами, а значит бессмертными, то они не переваривались. А так у него просто там внутри и жили. Каким-то образом даже росли и учились говорить. И вот здесь-то на страницах истории и появляется Посейдон. Всего у Крона и Реи было 6 детей. Гестия, Диметра, Гера, Аид, Посейдон и Зевс. Все они потом станут олимпийскими богами. Но детство у них выдалось, прям скажем, не фонтан. Расти в желудке собственного отца – такая себе школа жизни. Избежал этой участи только Зевс. Впрочем, не все так просто. Тут мы встречаем первую несостыковку. В древней цивилизации острова Крит были уверены, что Посейдон тоже не был проглочен Кроном. Якобы мать спрятала сына среди пасущихся коней, а Крону дала съесть жеребенка. И поэтому Посейдон потом был не только богом моря, но и богом лошадей. Правда, кроме Крита в эту версию никто особо не верил. Так что давайте придерживаться более классического варианта. В общем, Рея была в шоке, что ее муж так жестоко обходится с детьми. Поэтому, когда в очередной раз забеременела, то решила скрыть роды от Крона. Она ушла в далекую Аркадию и родила Зевса на горе Ликей. Тень от горы прикрыла Рею от взгляда всех остальных титанов, и никто ничего не заметил. Потом с новорожденным она отправилась на остров Крит,
и отдала его на воспитание двум нимфам – Ио и Адрастее. А Крону вместо младенца Рея подсунула здоровый булыжник, завернутый в пеленки. Крон не почувствовал подвоха и спокойно его взял и проглотил. Я, конечно, поражаюсь, насколько он был тупой. Мальчик Зевс много лет жил в пещере и питался только медом и молоком, которое давала мать этих нимф – божественная коза Амалфея. Кстати, вот тоже прикол из античных родительских связей. Когда у тебя мать – это коза. Потом в качестве благодарности Зевс из ее рога сделает знаменитый рог изобилия. Через пару десятков лет, когда Зевс вырос, то первым делом начал не думать, как отомстить отцу и спасти братьев и сестер, а начал интересоваться противоположным полом. Но если точнее, то его глаз пал на Титаниду по имени Метида, которая жила неподалеку. И вот только она, когда, видимо, устала от бесконечных плотских утех, посоветовала Зевсу, пойти погостить у мамы, и что может вообще не торопиться обратно возвращаться. Пусть сначала с папашей разберется, а уж когда все сделает, тогда да, можно и назад. Так молодой бог и поступил. Зевс тайно пришел к Рее и сказал, что у его милфы есть план, надежный, как швейцарские часы. Пусть она просто поможет устроиться ему виночерпием к родному отцу и достанет горчицу и соль. Так они и поступили. Крон не обратил никакого внимания на нового слугу, как не заметил он и того, что его сладкий мед вдруг стал соленым и острым. Но я же говорю, самый тупой верховный бог в истории. Выпив этого чудо-зелья, у Крона началась сильная рвота, и он одного за другим изрыгнул всех детей, целыми и невредимыми. И все они дружно начали войну против титанов. В истории это десятилетнее противостояние вошло как титаномахия. Кстати, армию титанов возглавил вовсе не Крон, хотя, казалось бы, именно ему, как верховному богу, это было положено по статусу. Но то ли он слишком долго отходил от рвоты, то ли другие титаны наконец-то поняли, что он слишком тупой, чтобы ими командовать. Так что выбрали своим лидером Атланта. Никто долго не мог взять верх, но потом в дело вмешалась Гея. Как раньше она помогла своему сыну Крону свергнуть Урана, так и сейчас она решила помочь внукам свергнуть уже Крона. Гея подсказала, что Зевс с братьями и сестрами сможет победить, если в качестве союзников освободит из Тартара циклопов и старуких великанов. Тогда Зевс, Аид и Посейдон отправились в Тартар, убили его престарелую хранительницу и всех выпустили. А чтобы циклопы и великаны набрались сил, то накормили их волшебной едой. В благодарность циклопы выковали молодым богам уникальный шмот. Зевсу, значит, молнию, Аиду шлем невидимости, а Посейдону трезубец. Перед решающей битвой Посейдон пришел ко дворцу Крона и начал размахивать трезубцем, якобы вызывая на бой. А в это время Аид в шлеме невидимости пробрался внутрь и выкрал оружие Крона. После чего Зевс спокойно поразил отца молнии. Ну а затем из засады вылезли 3 старуких великана и начали забрасывать камнями оставшихся титанов. Титаны бросились в беспорядочное бегство, и вскоре все оказались в заложниках у Зевса и компании. Так закончилась титаномахия. Атланта Зевс отправил держать на плечах небесный свод, а всех остальных запер в Тартаре. В общем, недолго музыка играла. Многие титаны оказались там во второй раз, ведь если помните, Уран своих детей титанов тоже прятал в Тартаре. Пощадил Зевс только женщин и тех, кто не принимал участия в войне. Если что, титанов там успело развестись как мух, ведь это же были не только дети Урана и Геи. Они женились друг на друге, заводили своих детей и так далее. Технически Зевс, Посейдон и остальные тоже были титанами. Почему их так не называли, фиг его знает. После победы над Кроном братья бросили жребий, кому что достанется в управлении. Аид получил подземный мир, Зевс – небо, а Посейдон – море. Он тут же отправился в свои новые владения и начал строительство замка. Особое внимание Посейдон уделил конюшне. Там он держал удивительных белых коней с золотыми гривами и свою золотую колесницу, которая могла унять любой шторм. Ну а что же делать дальше после того, как обустроил дом?
Правильно, конечно же, жениться. Зевс взял в жены сестру Геру, Аид похитил и насильно женил на себе Персефону, дочь Зевса от другой своей сестры Диметры. Ох уж эти сложности божественного инцеста. Ну а Посейдон начал искать себе жену с обязательным условием, чтобы ей нравилось море. Поэтому первым делом он стал подкатывать к Фетиде, дочери одного из предыдущих повелителей морских глубин, Нерея. Но потом Посейдон получил предсказание, что если у Фетиды родится сын, то величием превзойдет отца. Посейдон был поумнее своего папашки, поэтому не стал испытывать судьбу ради секса с морской красавицей и начал искать другую избранницу. Его второй любовью стала еще одна дочь Нерея, Амфитрита. Она считалась самой скромной из своих 50 сестер, поэтому когда Посейдон начал настойчиво ухаживать, то пыталась всячески отделаться от надоедливого жениха. А потом и вовсе сбежала от него в Атласские горы. Посейдон впал в депрессию. В целом никто не мешал ему поискать новую жену. Но тут, видимо, сказался фактор того, что он же как бы бог. По идее, все божественные красотки должны падать к его ногам. А тут, ишь, какая выискалась. Смеет отказывать самому победителю титанов. Правда, в отличие от своего брата Аида, Посейдон был более благородным, так что не стал силой тащить девушку под венец, а предпочитал молча страдать в своем дворце. Продолжалось это до тех пор, пока печаль своего господина не решил унять дельфин. Ага, самый обычный дельфин, только говорящий. Причем, видимо, прям мастер слов. Он мало того, что сумел найти Амфитриду, но еще и сумел в красках расписать ей прелести жизни с Посейдоном и как ей с ним будет по кайфу. Так что она сдалась и попросила позаботиться о свадьбе. Посейдон был на 7-м небе от счастья, поэтому в благодарность поместил на небе созвездие Дельфина. Амфитрита родила Посейдону 3 детей, из которых, правда, в мифологии запомнился только один – Тритон. Он принимал участие в будущей войне с гигантами и помогал Ясону добыть золотое руно. Обстановка в доме Посейдона была, можно сказать, довольно мирной. Вы наверняка знаете, что у Зевса и Геры было много семейных скандалов из-за постоянных измен мужа. Гера вымещала свою злость как на Зевсе, так и на его любовницах и внебрачных детях. Амфитрита в этом плане была намного спокойнее, несмотря на то, что поводов для ревности у нее было не меньше. Посейдон, как и его брат, регулярно трахал все, что движется. Амфитрита в основном смотрела на это сквозь пальцы, кроме одного случая, когда Посейдон влюбился в Сциллу, прекрасную дочь злого морского божества. Амфитрита что-то подмешала в пруд, в котором купалась девушка, и та превратилась в ужасное чудовище с 6 собачьими головами и 12 ногами. Как вы уже могли догадаться, это та самая Сцилла, напарница Харибды, между которыми потом нужно было пройти Одиссею. Чем Сцилла так обидела Амфитриту, что та решилась на такую ужасную месть, история умалчивает. Кстати, вы могли заметить, в описании всех этих событий нет довольно важных действующих лиц – людей. А все потому, что появились они сильно позже. И Крона, и Титаномахи, и семейных разборок новых олимпийских богов. Пока они там изменяли, глотали кого ни попадя и рожали детей самыми странными способами, людей из глины вылепил Титан Прометей, то есть вообще не бог. Это, кстати, довольно нетипичный случай для мифологии. Обычно у разных народов людей создавал или сам Творец Вселенной, или как минимум они появлялись из-за его неаккуратных действий. А у греков получается, что первого человека сотворил вообще какой-то левый мужик, который к Олимпу никаким боком вообще не относится. А потом так и вовсе поссорился с Зевсом, когда решил научить своих созданий пользоваться огнем. Короче, все это очень интересно. Сами древние греки хоть и считали Зевса верховным божеством, но все равно продолжали уважать Прометея и считать его заступником людей от произвола богов. А тут работы было не впроворот. Так как человечество не было каким-то там проявлением высокого божественного замысла, то никакой особой любовью у олимпийцев не пользовалось. Для них люди были еще одними забавными зверушками, с которыми можно делать что угодно, по любой своей прихоти и без каких-либо последствий. Убивать без причины, насылать проклятия, издеваться и творить еще много всякого зла. А началось это прям с появлением самых первых людей. Как только Прометей подарил им огонь, чтобы облегчить жизнь, то Зевс тут же отправил ящик Пандоры со всевозможными болезнями. Короче, при всей своей божественности боги явно не считали защиту человечества своей обязанностью. Спрашивается, только зачем люди им в таком случае молились?
Думаю, ответ один, чтобы не навлечь на себя еще больше гнев. Но даже это их не всегда спасало. В этом плане показательна история того, как Посейдон пытался получить власть над городом Афины. Вообще, когда люди расселились по континенту и основали множество царств, то боги захотели получить над ним контроль, чтобы жители молились, приносили им богатые жертвы в обмен на... я даже не знаю, как это назвать. В обмен на крышу, что ли. Но это чтобы бог сам тебя не бил и вроде как защищал от других богов. На практике это работало когда как. Вот, например, за право называться покровителем Афин соревновались два бога – Посейдон и дочь Зевса – Афина. Состязание происходило так. Кто из богов принесет жителям города лучший дар, тот и станет там главным богом. Посейдон ударил трезубцем по Афинскому Акрополю и оттуда забил родник. Правда, с соленой морской водой. Афина же подарила горожанам первое оливковое дерево. И ничего удивительного, что горожане выбрали дерево вместо бесполезного соленого источника. Но Посейдон разозлился и взывал Афину на поединок. Разнимать богов пришлось Зевсу, но Посейдон все равно затаил обиду и послал цунами, которое затопило город. Афина, которая по закону стала его покровительницей, не смогла ничего сделать и вынуждена была сама спасаться бегством. Ну а жители, чтобы хоть как-то унять гнев морского бога, лишили женщин права голоса и запретили мужчинам брать имена своих матерей. Короче, в разборках богов люди оказались, как всегда, крайними. Античные боги не были добрыми, так что обычно люди просили их не о благословении, а о защите. Причем о защите от них самих же. Но кому может понравиться жить в мире, где от сверхъестественного существа ты в первую очередь ожидаешь подлости и обмана? Особенно в такие праздничные дни, как сейчас. Хорошо, что сейчас у нас есть Дед Мороз, который дарит нам подарки и доброту просто так, ничего не требуя взамен. А еще лучше то, что каждый из нас, каждый, может побывать Дедом Морозом. Особенно удобно это делать с Яндекс.Маркетом. Так можно стать не только дедом, но и мужем Морозом, папой Морозом, начальником Морозом. Это легко, учитывая быструю и удобную доставку, широкий выбор новогодних подарков и скидки до 70% на товары всех категорий. Зарядитесь на создание праздника и найдите отличный подарок на Яндекс.Маркете. С наступающим! Вообще, несмотря на то, что Посейдон был одним из самых уважаемых богов и управлял целым океаном, ему категорически не везло с владением на суше. Он пытался заполучить покровительство над городом Трезом, но снова проиграл Афине. Потом пытался отнять остров Эгину у Зевса и Наксос у Диониса, но вместо островов получил по рогам. У Гелиоса Посейдон хотел отжать город Каринов, но сумел забрать себе только почти безлюдный перешеек Истм. В еще большей ярости он решил посягнуть на владение Геры. Но это совсем дохлый номер. Жена Зевса никогда ничего своего не упускала. Так и тут. Она потребовала суда богов, на который Посейдон не явился. Якобы из-за предвзятого к нему отношения. С другой стороны, а какого отношения ты хотел, если регулярно пытаешься отжать чужое? Зевс, который пытался сгладить конфликт, решил передать дело на рассмотрение речным богам. Ну типа, они из одной водной среды с Посейдоном, поэтому их он, может быть, послушает. Но эти боги также решили вопрос в пользу Геры. Зевс, предвидя, что взбешенный братец вновь попробует отомстить жителям этих городов, которые тут как бы вообще не при делах, он запретил ему насылать потоп. Но Посейдон все равно нашел способ. Вместо потопа он высушил русло рек и обрек 1000 людей на голодную смерть. Одним словом, мудила. Чуть ли не единственный остров, где его признали покровителем, это Атлантида. Да и то потом с ней не очень получилось. Она утонула. В общем, Посейдон отличался весьма буйным нравом и неуравновешенностью. Не самые хорошие черты для чувака со сверхспособностями, как и его любовь к вранью и самолюбованию. Например, он любил похвастать, что придумал коня. Это была настолько наглая ложь, что непонятно, на что он вообще рассчитывал. Лошади существовали задолго до рождения Посейдона. Может, вы, кстати, помните, как по одному из вариантов мифа мать спрятала новорожденного Посейдона среди табуна коней.
Ну, впрочем, несмотря на то, что всем было понятно, что морской бог нагло врет, никто над ним особо не смеялся. Видимо, боялись получить трезубцем по зубам. Также никто не замечал, когда Посейдон начал приписывать себе изобретение уздечки, хотя ее вообще-то придумала Афина. Зато никто не оспаривал его первенство в создании скачек. В общем, вы поняли, Посейдон был фанатом лошадей, даже с перебором. Когда его родная сестра, Диметра, страдала из-за похищения своей дочери Аидом, то решила устраниться от всех мирских проблем, превратилась в лошадь и отправилась пастись на далекие луга. Но ее там увидел Посейдон, и им завладела такая страсть, что ему было пофиг и на материнские страдания, и на то, что Диметра явно не расположена к плотским утехам. Он видел перед собой только одно – сексуальную кобылку. Посейдон сам превратился в жеребца и фактически изнасиловал сестру. Ярость Диметры была так велика, что бог моря был вынужден спасаться бегством. Но так и не понял, а чего это он такого плохого сделал-то, блин? Другая любовная история была у него связана с Афродитой. Вообще, эта богиня любви была женой Гефеста, бога-кузнеца, что весьма странный выбор, ибо Гефеста никак нельзя было назвать героем-любовником. Но ничего удивительного, что Афродита регулярно крутила шуры-муры. Ее основным партнером по приключениям в постели был Арес, бог войны. Гефест долгое время не замечал измен жены, а когда узнал, то задумал отомстить. Причем очень странным способом. Он, значит, смастерил такую тонкую и прочную металлическую нить и повесил ее над кроватью. А когда Афродита с Аресом туда снова забрались, то оказались скованы по рукам и ногам, голые и беспомощные. Наутро Гефест вернулся домой и устроил публичный скандал. Более того, он еще начал ходить по всему Олимпу, мол, приходите, полюбуйтесь, какая у меня неверная бесстыдная женушка. Боги для приличия, конечно же, сказали «да-да, какой кошмар», но при этом радостно кинулись поглазеть на голую Афродиту. Гефест в качестве расплаты требовал у Зевса вернуть все свадебные дары, которые он отдал за Афродиту. Но Зевс был крайне недоволен, что его втягивают в семейные разборки, и что Гефест решил вынести ссор из избы. Поэтому сказал, что он тут как бы не при делах. Гефест, мол, сам не уследил за женой, так что ничего возвращать он не будет. Гермес с Аполлоном не были столь категоричны. Их эта ситуация скорее развлекала. А Аполлон, видя явную заинтересованность Гермеса, даже пошутил, что тот как бы и сам не прочь оказаться на месте Ареса. На что Гермес без всякого стеснения ответил, то пусть эта сеть была бы в 3 раза прочнее, и это навлекло бы на него гнев богинь, но он не отказался бы от такого удовольствия. Посейдон, который стоял рядом, тоже не остался равнодушным, но решил действовать тоньше, что, учитывая его любовь к напору и изнасилованиям, было нетипично. В реальности он завидовал Аресу, но решил притвориться, что сочувствует Гефесту. Он заявил, что раз Зевс отказывается возвращать дары, то он готов заставить Ареса выплатить их стоимость. Гефест согласился, но с условием, что если у Посейдона это не получится, то он займет место Ареса в сети. Услышав такое, Аполлон не удержался от шутки, это типа рядом с Афродитой? Посейдон сделал вид, что ничего не слышал, и торжественно поклялся, что в таком случае он может и сам заплатить долг и даже жениться на Афродите, если Гефест захочет развода. В общем, Арес получил свободу и поспешил убраться куда подальше, а Афродита отправилась отдохнуть на Кипр. Она была впечатлена таким явным проявлением внимания от Гермеса, поэтому вскоре пригласила его к себе и провела с ним ночь, после которой у них родился двуполый гермафродит. Про Посейдона она тоже не забыла. И в благодарность за спасение закрутила с ним настоящий роман. От него у Афродиты родилось 2 сыновей. Вот так. Гефест, попытавшись избавиться от одного любовника жены, вместо этого получил еще 2. Стоит ли говорить, что Арес тоже отказался платить Гефесту? Аргумент у него был простой. Если отказался Зевс, то почему должен соглашаться он? А Гефест как бы и не настаивал. Жену он любил, несмотря ни на что, и разводиться не имел ни малейшего желания. В целом, с появлением в мире людей, боги стали все меньше устраивать прямые разборки друг с другом и все больше действовать через смертных. Причем делали они это зачастую не ради какой-то тонкой политической игры, а просто ради развлечения, от которого люди нехило так страдали. Даже те, которые были вообще ни при чем. Вот, например, жил-был эфиопский царь Кефей, и была у него жена Кассиопея. И вот однажды эта Кассиопея, стоя перед зеркалом,
так собой залюбовалась, что заявила, будто она самая красивая женщина на свете. Эту неосторожную фразу каким-то образом услышали морские нимфы и тут же побежали жаловаться Посейдону. Мол, что это смертная мымра себе позволяет? Ну-ка, пойди-ка и накажи ее. И Посейдон, повелитель моря, великий олимпийский бог, действительно послушно пошел наказывать какую-то женщину за то, что она сказала, будто самая красивая. Пипец. Но это еще что? В качестве мести он послал к берегам Эфиопии огромное морское чудовище, которое стало нападать на деревни и пожирать жителей. Хочется спросить, а чё они вообще тут? Они вообще при чем тут? Что еще интереснее, ни царю, ни Кассиопее никто не сказал, из-за чего на их страну обрушилась такая вот напасть. Как они должны были догадаться, что морское чудище жрет крестьян из-за того, что Кассиопея чем-то там брякнула про свою красоту? Что за бред? Царь обратился к Оракулу с вопросом, как избавиться от монстра. И Оракул ответил, мол, очень просто, надо всего лишь отдать ему на съедение свою дочь Андромеду. Ну что ж, деваться было некуда, поэтому девушку приковали к скале и стали ждать. Понятно, чем бы эта история закончилась, если бы на удачу тут не появился Персей, первый античный герой-полубог. Ему, видимо, нравилось БДСМ, поэтому он тут же влюбился в голую, прикованную к скале Андромеду, убил чудовище и взял девушку в жены. Что интересно, Посейдон почему-то не стал мстить Персею за убийство своей зверушки. Возможно, потому что тот был сыном Зевса, а может потому, что ему вся эта затея с местью с самого начала не нравилась. Но он просто не знал, как с нее съехать. Кстати, до этого Персей умудрился еще раз косвенно столкнуться с Посейдоном. Он убил его любовницу, Медузу Горгону, ту самую со змеями на голове, как бигуди, от взгляда которой каждый превращался в камень. Можно спросить, как Посейдон вообще позарился-то на такое чудовище? Но дело в том, что Медуза была такой далеко не всегда. Вообще она была прекрасной девушкой, жрицей храма Афины. Но однажды ее увидел Посейдон. По обыкновению всех античных богов не смог удержать зуд в штанах и решил, что любовь не терпит ограничений. Однажды ночью он явился в храм и изнасиловал Медузу. А вы что думали, принес букет цветов, что ли, и признался в высоких чувствах? Конечно же нет, он же бог. Сделал, что хотел, и пошел по своим делам. Вот только весь этот процесс наблюдала Афина и сильно возмутилась, что такое непотребство произошло в ее храме. И опять этот проклятый мужлан Посейдон, с которым вечно какие-то проблемы. Но не наказывать же самого брата Зевса в самом деле, да? Так что богиня мудрости поступила очень мудро и наказала за изнасилование жертву, то есть Медузу. Превратила ее в монстра с горящими глазами, огромными зубами, когтями и змеями вместо волос. Охеренно просто. А когда Медузу убил Персей, то Афина повесила себе на меховую накидку ее отрубленную голову. Отомстила так отомстила. Молодец. Ну а дальше произошло, наверное, самое громкое событие за всю историю правления молодых богов, когда их самих чуть было не свергли. Вообще, судя по предыдущим событиям, легко можно было заметить закономерность, как младшее поколение богов занимает место старших. Так было с Ураном, так было с Кроном и Титанами. Так должно было стать с Зевсом, которому тоже предсказали погибнуть от руки сына, которого должна была родить его первая любовь Метида. Но Зевс тогда оказался хитрее своего отца и нашел способ избежать исполнения пророчества. Он усыпил свою беременную любовницу и, что бы вы думали, проглотил ее. И вот путем какой-то невероятной божественной генетики у Метиды родился не сын, а дочь Афина. И родилась она из головы Зевса. Но это не значит, что угроза исчезла совсем. И тут снова не обошлось без Геи. В общем, больше всех своих детей и созданий эта бабушка Зевса и Посейдона любила титанов. Это Крона, Атланта, Гипериона и остальных. Но, как вы помните, после восстания Зевса все первые поколения титанов оказались заперты в Тартаре. И выпускать их оттуда никто не собирался. Гею это бесило. Поэтому она решила, что пришла пора возвести на трон другое поколение богов. У нее где-то в запасах еще оставалась кровь Урана, которая помогла ей родить новых существ – гигантов. За кадром осталась история, как эти дети росли и воспитывались. Но точно известно, что какое-то время они вполне мирно существовали с богами. У Посейдона был даже зять-гигант Эгеон. Но потом гиганты решили восстать и начать войну. Причем внезапно. Просто в один прекрасный момент они пришли
и сходу начали забрасывать Олимп огромными камнями и горящими деревьями. Они хотели уничтожить не только богов, но еще и человечество, потому что Гея, оказывается, еще и людей не любила. Правда, непонятно почему. Боги Олимпа, естественно, тут же вступили в битву, но оказалось, что их оружие не может нанести никакого вреда гигантам. Даже трезубец Посейдона и молния Зевса оказались бессильны. Боги точно бы проиграли, если бы в какой-то момент не нашли пророчество, что порождение Геи можно убить с помощью смертного. На удачу богов как раз в это время на Земле жил самый известный греческий герой Геракл. Гея поняла, что теперь ее дети под угрозой, но она как бы была богиней пророчеств, так что знала, как можно помочь. Где-то в далеких горах росла волшебная трава, которая сделала бы гигантов полностью неуязвимыми для всех. Оставалось ее найти, но Зевс еще раз показал, что он сильно умнее своего отца, поэтому выяснил планы Геи и приказал богам всех небесных светил перестать светить. Гелиос погасил солнце, Селена погасила луну, на мир опустился полный мрак. И вот в этой темноте Геракл смог найти волшебную траву раньше, чем гиганты. Видимо, у него был большой опыт в поиске закладок. Потом состоялась грандиозная битва, которую назвали Гигантомахия. И гиганты ее проиграли в одну калитку. Посейдон лично убил Полибота, который претендовал на его место властителя морей, и замочил своего зятя Эгеона. Короче, поражение гигантов стало еще более сокрушительным, чем поражение титанов. Титаны хотя бы остались живы, хоть и в Тартаре, а вот гигантов истребили всех до одного. Больше олимпийцы никогда не сталкивались с такими серьезными противниками. Гея по какой-то причине успокоилась и перестала вынашивать планы по свержению Зевса. Теперь она стала милой прорицательницей и советчицей. Опять же, история умалчивает, с чего вдруг произошла такая резкая перемена. Но больше Гея никогда не вмешивалась в дела Олимпа. Но вернемся к извращенцу Посейдону. Как вы уже поняли, у греческих богов было весьма своеобразное представление о морали. Точно такое же, как представление у них было и о юморе. И тут мы снова сталкиваемся с вечным противостоянием Афины и Посейдона. Однажды богиня мудрости заказала у Гефеста сделать ей собственные женские доспехи. Гефест отказался брать плату и подозрительно краснея сказал, что выполнит работу за любовь. Афина, которая была девственницей, намек не поняла и зашла в кузницу посмотреть, как Гефест работает с раскаленным металлом. А тот вдруг набросился на нее и попытался изнасиловать. На скромного бога-кузнеца это было совершенно не похоже. И потом оказалось, что он стал жертвой шутки. Это Посейдон шепнул ему, что Афина прям спать не может, хочет, чтобы ей кто-то овладел силой. Король юмора просто. Афина с криками вырвалась, но все-таки Гефест успел, так сказать, излиться ей на ногу. Афина вытерла все это шкурой и бросила на землю. Но вообще-то в античной мифологии нет просто земли. Она одновременно и поверхность, по которой вы ходите, и богиня Гея. Так что все, что вы бросаете на землю, вы бросаете в Гею. Тем более такое. В общем, богиня Земли резко возмутилась, что какого хрена вы делаете? Она сейчас забеременеет нафиг. Зачем ей такое счастье? Если у нее будет ребенок, то она отказывается его воспитывать. Афина согласилась взять на себя заботу о младенце. Она передала его старшей дочери афинского царя, а когда ребенок вырос, то тоже стал царем. Вообще-то, наверное, самое необычное. Какое количество проблем создавали себе боги сотнями случайных любовных связей и внебрачных детей, разумеется. И как по-тупому вообще пытались их решить. Еще и головной боли добавляло то, что забеременеть там мог кто угодно и как угодно. Для этого был даже не обязателен традиционный половой контакт. Ну, вот, например, очередная красавица царских кровей так влюбилась в Посейдона, что часами торчала на пляже, любовалась морем и поливала себе платье морской водой. И угадайте что? Конечно же, она забеременела. Ну или просто родителям так сказала, чтобы не палиться. Родилось у нее сразу 2 детей – От и Эфиальт. Росли они не по годам, а по часам. Уже в 9 лет каждый был здоровым, накачанным лбом. И непонятно, какая моча им в голову ударила. Но они зачем-то объявили войну Олимпу. Зачем? Почему? А просто так, публично цель войны братья обозначили так. Эфиальт хотел трахнуть Геру, а От – Диметру. Напомню, что им при этом было по 9 лет. Еще нужно добавить, что смертным женщинам, которых соблазняли боги, часто не везло по жизни. Ведь богам сложно причинить какой-нибудь вред. Поэтому отыгрывались на их любовницах.
Вот так Посейдон в очередной раз влюбился в девушку Арну, воспитанницу царя Десмонда. Причем влюбился так странно, что решил заняться с ней сексом не в образе античного мускулистого красавца, а в виде быка. Девушка, естественно, забеременела. И когда про это узнал ее приемный отец, то приказал выколоть глаза, посадить в башню и не кормить ничем, кроме хлеба и воды. А когда Арна родила близнецов, то Десмонд сказал слугам отнести их в горы на растерзание диким зверям. Однако детей спас пастух и взял к себе. И только спустя много лет, когда братья выросли и прожили жизнь полную приключений, к ним явился Посейдон и наконец раскрыл тайну, кто их настоящие родители. Он приказал им спасти мать из заточения и убить того, кто ее туда посадил, царя Десмонда. Непонятно только, чего Посейдон сам тянул так много лет и не приходил на помощь женщине, которая пострадала в сущности-то из-за его похоти. Впрочем, несмотря на то, что обычно цари были категорически против сексуальных связей их дочерей с богами, но иногда случалось и наоборот. Царь Динай не знал, как решать в своем царстве проблему засухи. Вообще покровительницей этих земель была Гера, но Посейдон, как обычно, обиделся, что царство досталось не ему, и осушил все реки, и не отвечал ни на какие молитвы. Тогда Данай решил послать своих дочерей на поиски воды и приказал им удовлетворить Посейдона любым способом. Так одна из дочерей по имени Амимона забрела в дикий лес, где ее попытался изнасиловать сатир. Девушка призвала на помощь Посейдона. Тот явился и кинул сатира трезубец, а потом сам возлег с Аминой тут же под кустом. Девушка была вполне довольна, между прочим, и выполнила отцовскую просьбу и получила хороший секс. Когда Посейдон услышал, как местный народ страдает без воды, то попросил Амимону вытащить трезубец, который он метнул в сатира. Когда девушка выполнила просьбу, то из отверстия в земле забил источник. Он дал начало реке Лерна, которая не высыхает даже в самое засушливое лето. То есть Посейдон, как всегда, сначала сам проблему создал, а потом сам же ее и решил. Типа, ему еще и спасибо надо за это сказать. Но тут еще ладно. Амимона хотя бы легла с ним по обоюдному согласию. Вот только согласие Посейдону часто было и не нужно. Девушка Тиро влюбилась в речного бога Энипея и день за днем ходила к берегам его реки, жалуясь на одиночество. Энипей был удивлен и польщен такой страстью, но на любовь девушки не ответил. Ему не хотелось пользоваться ситуацией. Ну а вот у Посейдона таких моральных ограничений не было. Он принял облик Энипея и пригласил Тиро на свидание, а там усыпил ее и изнасиловал во сне. Все в лучших традициях великих богов. А когда Тиро проснулась и поняла, что ее обманули и надругались, то Посейдон только посмеялся над ней и посоветовал не появляться дома, чтобы избежать позора. Но пообещал награду, знаете какую? Что она родит прекрасных близнецов, у которых отец будет сам Посейдон, а не какой-то там речной бог. Вообще, чем ближе к концу истории, тем больше жизнь Посейдона начинает напоминать сборник баек, как и с кем он переспал, и что из этого вышло. Но это так, малоизвестные факты. А вот куда больше след Посейдон оставил в истории про Минотавра. Все же знают легенду об этом получеловеке, полубыке из лабиринта. Так вот, Посейдон тут принимал самое активное участие. Точнее, если бы не он, то никакого Минотавра и не было бы. А началось все с царя Миноса, с острова Крит. Он зачем-то попросил у Посейдона прислать ему быка, которого он ему же и принес бы в жертву. Очень странная схема. Тем не менее, Посейдону тут показалось все логично. Он подарил Миносу белого быка, самого крутого и красивого из всех, что были на земле. Что сделал царь? Конечно, решил бога обмануть, заколоть другое животное, а это чудо оставить себе. Ведь боги же тупые, никакого обмана не заметят, но Посейдон заметил. И задумал самую извращенную месть, которая не могла прийти в голову никому, кроме больного на голову ублюдка. Он сделал так, чтобы жена Миноса влюбилась в этого быка. То есть, как обычно, решил мстить не самому обидчику, а его близким. Надо сказать, что жена царица со своей внезапной противоестественной страстью тоже хороша. Тогда на Крите жил местный Леонардо да Винчи, Дедал. Он был единственный, кому царица рассказала о своем желании и попросила придумать решение. Дедал, если и удивился, то вида не подал. Мало ли какие прихоти бывают у этих царских особ. Короче, он соорудил деревянную корову и обтянул ее снаружи настоящей шкурой. Показал царице, как туда сесть, а потом выкатил эту куклу на луг, где гулял бык Посейдона.
Что случилось дальше, думаю, вы представляете. Хотя лучше бы не представляли. В общем, царица забеременела и родила Минотавра. Ну а потом уже случилась та история, которую вы все знаете. На Крит приплыл Тесей, зашел в лабиринт и убил чудовище. Кстати, за пару лет до этого он еще и поймал и принес в жертву того самого белого быка Посейдона. Посейдон простил ему это, потому что Тесей тоже был его сыном. Именно поэтому он пришел ему на помощь в куда более сомнительной истории, когда Тесей был уже пожилым человеком. Естественно, в качестве царя он женился второй раз на юной красавице Федре. А ей намного интереснее престарелого героя был его сын Ипполит. Надо сказать, что он был крепким орешком и на ухаживание мачехи не отвечал. Тогда она решила ему отомстить. Тоже весьма своеобразно. Сначала написала Ипполиту письмо, где в красках объяснила, как и в каких позах его хочет. А когда возмущенный Ипполит пришел к ней в покое, на разборке, между прочим, то Федра распахнула окно, стала громко звать на помощь и кричать, что ее хотят обесчестить. А потом повесилась на дверной раме и оставила записку, в которой во всем обвинила Ипполита. Тесей, конечно же, поверил жене, ведь не стала бы обманщина заходить так далеко, чтобы покончить с собой. Поэтому сначала он выгнал сына в царство, а потом стал молиться своему отцу Посейдону, чтобы тот убил Ипполита. Бог не остался в стороне и наслал на колесницу Ипполита огромную волну, и тот разбился о скалы. Но все же Посейдон не всегда мог прийти на помощь своим детям. Например, тот же Геракл поубивал столько его сыновей, что хватило бы на футбольную команду, вместе с запасными. Двух он грохнул за то, что те пытались украсть его лошадей. Третий сам виноват, вызвал Геракла на поединок. Можно спросить, почему Посейдон не вмешивался, когда его дети гибли один за другим? Возможно, потому что Геракл был сыном Зевса, и ссориться с ним ради одного из десятков тысяч детей, не очень-то и хотелось. Тем более, что и сам Геракл был единственным смертным героем, который мог навалять богам. Как-то раз он решил за какую-то провинность разграбить и сжечь город Пилос. Да, античные герои они такие. Гераклу попытались помешать Посейдон, Гера, Арес и даже Аид вылез из своего подземного царства. Но Геракл сначала выбил трезубец из рук Посейдона, потом ранил копьем Ареса в бедро, а Геру стрелой в грудь. Короче, боги были вынуждены отступить и позволить Гераклу уничтожить город. Зато они приняли самое активное участие в наиболее известной войне древности – битве за Трою. Причем там их симпатии разделились практически поровну и постоянно вмешивались в ход сражений, несмотря на то, что Зевс строго это запретил. Посейдон в этой войне был на стороне греков, и как только Зевс отвлекался, тут же бросался в бой. Не впрямую шел размахивать, разумеется, трезубцем, а мотивировал и подсказывал своим подопечным. Гера, кстати, которая почему-то ненавидела троянцев, в самый ответственный момент решила помочь Посейдону. Она отвлекла Зевса любовными играми, и Посейдон переломил ход сражения в пользу греков. Но Зевс вовремя распознал уловку, повелел брату покинуть поле боя и оживил троянского героя Гектора, которого чуть не убил Аякс. Правда, несмотря на то, что Посейдон был на стороне греков, он же поучаствовал в смерти главного греческого героя – Ахиллеса. Ему не понравилось, что тот себя расхваливал над телом убитого Гектора. Поэтому Посейдон договорился с Аполлоном, что не будет ему мешать наказать взорвавшегося воина. Аполлон во время следующей битвы нашел Париса и направил его стрелу в единственное незащищенное место Ахиллеса – в пятку. И тот долго умирал в страшных мучениях. Тем не менее, греки победили, Троя была разрушена, а выжившие жители сбежали и основали Рим. Но история Посейдона еще не закончилась. Ему предстояло сыграть важную роль в судьбе еще одного очень известного древнегреческого персонажа – Одиссея. Ведь рассказ про этого героя крутится вокруг того, что ему никак не удается вернуться домой. А угадайте, кто в этом, был виноват? Конечно же, наш приятель Посейдон. И нетрудно догадаться, за что. Одиссей ослепил очередного его сыночка. Правда, на этот раз не героя полубога, а циклопа. И пофиг, что циклоп сам был в этом виноват. Одиссей и его моряки случайно причалили недалеко от пещеры, где он жил. В поисках ночлега и еды они забрели в пещеру и нашли там стадо козлят. И их нельзя было принять за диких, потому что они были привязаны в загоне. А значит, тут точно кто-то жил. Тем не менее, греки поймали, зажарили и съели нескольких животных. И даже не подумали сбежать, а легли спать прямо вот тут.
Под утро пришел циклоп Полифем, который как бы к себе домой пришел и никаких гостей не звал. Когда он увидел Одиссея и его спутников, то спросил, кто это к нему пожаловал. Но как только Одиссей поднялся, чтобы ответить, Полифем схватил несколько моряков и сожрал их. Остальные попрятались, и в полумраке циклоп не сумел их найти. Но так как вход в пещеру он завалил огромным камнем, то был уверен, что непрошенные гости никуда не денутся, и лег спать. Но Одиссей не зря одним из немногих героев сумел пережить Троянскую войну. Ночью он выбрался из укрытия и раскаленной кочергой проткнул единственный глаз Полифему. Тот взвыл, а наутро решил во что бы то ни стало не выпустить наружу ни одного человека. Но ведь вместе с ним в пещере жило и стадо баранов, которое нужно было отправить пастись на луг. Тогда Полифем отодвинул камень, сел перед входом и начал ощупывать каждого барана, который выходил. Но Одиссей придумал привязать людей у баранов под брюхом. И так незаметно они все покинули пещеру. А в конце Одиссей еще и поиздевался над циклопом. Что-то там про его маму сказал и все в таком духе. Полифем от обиды и гнева потребовал у своего отца наказать нахала. Посейдон услышал и сделал так, что Одиссей не мог вернуться домой целых 10 лет. Про его приключения я расскажу потом, если эта рубрика зайдет. Обязательно поддержите и поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравился этот ролик. Но скажу лишь, что даже если Одиссей находил возможность преодолеть очередное препятствие и отправиться на Итаку, то Посейдон обязательно вмешивался и снова рушил ему все планы. Последний раз Одиссей вообще уже в одиночку после 7 лет плена на острове Калипсо пытался уплыть на плоту. Но Посейдон наслал шторм и его смыло в море. После этого Одиссей понял, что пытаться перехитрить Бога у него все равно не получится. Поэтому нужно как-то заслужить его прощение. Одиссей пешком перенес весло через горы, дошел до далекого города Фиспротия, принес там жертву барана, быка и вепря и был наконец-то прощен. Это было последнее появление Посейдона на страницах мифов и легенд. Всем знакомо правило. Чем ближе описываемые события к современности, тем меньше там встречаются потусторонние силы. Куда они деваются? Фиг его знает. Но факт остается фактом. Героическое время, когда боги регулярно вмешивались в жизнь простых людей, закончилось. И, честно говоря, я думаю, это хорошо. Одно дело изучать мифы, когда ты знаешь, что это мифы, и ничего из этого никогда не происходило в реальности. И совсем другое, если попробовать представить, что все это описание настоящей истории. Это вот как я сегодня сделал. Как видите, если воспринимать великих олимпийских богов как настоящих живых существ, то быстро становится очевидным, какое же это сборище тупых аморальных мразей, которые при этом еще и наделены сверхъестественными силами. Вряд ли за всю историю они сделали человечеству хоть что-то хорошее. Скорее даже наоборот. Зато это интересный опыт деконструкции. Попробовать посмотреть на всех этих героев без розовых очков. А так как у разных народов полно мифов и легенд, то под ними можно сделать не один десяток выпусков. Там будет и король Артур, и Тор, и какой-нибудь Кришна, и тот же Геракл. В общем, если вам понравилось, ставьте обязательно лайки, делитесь этим видео с друзьями, и тогда я обязательно продолжу этот мифический цикл. Ну а пока давайте наберем хотя бы 100 тысяч лайков под роликом. Всего хорошего. А я поплыл дальше. Ну что, друзья, это последний выпуск в этом году. Я хотел выложить еще один ролик перед Новым годом, но, к сожалению, мы не успеваем, потому что на этот ролик потратили очень много времени, особенно возились с графикой. Но зато я помогаю Тане выгрузить на ее канал новогодний ролик. Будет очень интересные истории. Я, конечно, там не принимаю участие, но моя тень там есть. Так что обязательно переходите, посмотрите, поддержите. Ну и, разумеется, с наступающим вас. Хорошего вам настроения и увидимся с вами уже в следующем году. Также хочу сказать спасибо всем подписчикам Бусти и Патреона. Отдельная благодарность подписчикам Рокфеллер. Это Билли Хэрингтон, Джонатан Бродский, Владислав Яковлев, Виталий Самсонов, Гео Паникер и Виолан де Мортус.